Привет! Ну что, на канале был уже первый взгляд на Meizu 17 Pro, прошла неделя, получилось его потестировать более детально, так что сегодня определим его судьбу. Наверное, немного обращает тот факт, что телефон как бы из Китая, непонятно, будет глобалка или нет, но вполне возможно, это уже не будет играть никакой роли. Ширина 75 мм, она офигеть как ощущается. Вот реально, берешь телефон в руку и реально широкий, поэтому иногда хочешь, допустим, левой рукой нажать что-нибудь на экране, а не нажимается, потому что палец тянется, ты как бы ладонью касаешься экрана в другом месте и касание не срабатывает. Все еще немного усугубляет глянцевой крышкой грани, он получается широкий, скользкий, короче, максимально неудобно. Но при этом вот все равно есть ощущение, что вот вещь держишь в руках, потому что собран он прям монолитно. Сейчас все телефоны можно разделить, видимо, на два вида. Сосиски, узкие и высокие, но, видимо, какие-то бочонки. В общем, если тебе по душе больше бочонки, Meizu — это твой вариант. Я, видимо, все же больше сосисочная душа. Начнем мы с моментов, которые в том обзоре затронули поверхностно. Экран. С новой прошивкой у Meizu все-таки появилась возможность включать частоту обновления 120 Гц, но настройку на это запрятала в самый дальний конец комнаты. Нужно зайти в лабораторию Flyme, там увидеть внизу циферки 120, потому что все остальное на китайском, и в этом пункте уже включить. В целом от экрана приятное впечатление, достаточно яркие, хорошие цвета и углы обзора. Особенно доставляет отверстие под фронталку, реально маленькое, почти незаметное, но на этом плюсы ее заканчиваются. OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, Full HD 30 кадров в секунду. Ну, Meizu, конечно, тут конкретно сливает, хотя и у OnePlus тоже небо засвечено. Ну так, ну Meizu, конечно, фронталка 20 мегапикселей, но не очень. Стабилизации на фронтальной камере нет, фотографии, ну судите сами. Днем лицо получается таким немного слишком выбеленным, ночью ничего необычного. Чё по шиму? Шим есть, но не так, чтобы большой. В среднем на всем диапазоне подсветки значение держится до 10%, и только в районе 30% подсветки значение уже достигает 38%, что вообще многовато. При этом в настройках по экрану нет опции DC-димминга, но мы уже раскусили повадки Meizu, и через поиск их можно найти аж в режиме разработчика, который еще и отдельно нужно включить. Что не опция, то просто танец с бубном какой-то. Включаем DC-димминг, и на высокой яркости особо ничего не меняется, на низкой лучше, но все равно было 37-38, стало 25-27%. Сканер отпечатков пальцев тут, конечно, под экраном, и он оптический. Вообще ноль претензий к нему, работает как отче наш, быстро и точно. Максимальная яркость в Meizu 17 Pro относительно других флагманов с AMOLED-экранами небольшая, всего 650 нит. Но очередной танец с бубном в той же лаборатории Meizu, где включали 120 Гц, можно еще включить повышение максимальной яркости. И после этого на ярком свете в автоматическом режиме яркость повышается уже до 950 нит, что более-менее в тренде. Вспоминаем еще раз цену. В Китае Meizu 17 Pro можно купить минималку за 607 баксов или 43 тысячи рублей. Что можно купить за эти деньги еще? Залетаем на e-каталог, ну, как минимум Xiaomi Mi 10, который, в принципе, даже в китайской версии особо проблем так не доставлял, можно еще OnePlus 8. Он от 8 Pro, конечно, нехило так отличается, но Meizu за 43 тысячи это тоже так амбициозно. Хотя вибромоторчик, ну, не прям пушка-бомба, но вообще неплохой, а вот стерео, можно сказать, понравилось. Надеваем наушники, слушаем. Громкость с OnePlus 8 Pro ну примерно сравнима, а на низких у Meizu добавляется еще такой какой-то призвук, из-за чего звучание получается даже немного более объемно. Что касается вообще по звуку, проводных наушников у меня нету, через Bluetooth наушники разницы с тем же OnePlus особо не заметил. Телефон из Китая, поэтому многих привычных нам вещей, к примеру Play Market, там не было, и именно с его установкой была проблема. Просто крутилось окно загрузки и ничего не происходило. Но после сброса настроек телефона все заработало, с этим разобрались. А вот заставить работать NFC, который как бы есть в телефоне, не получилось. При установке Play Market в настройках он пишет, что устройство не сертифицировано. Есть, конечно, разные обходные пути, как эту надпись можно убрать, но тут облом. Заставить на этом китайском чуде работать Google Pay так и не получилось. Жаль, потому что, к примеру, в Mi 10 тоже из Китая Google Pay работает. Опять особенности покупки китайского телефона. В Meizu 17 Pro поддерживаются не все 4G бенды, соответственно и скорость интернета с одной и той же симки в одном и том же месте отличается практически в 2 раза. И это при том, что в принципе здесь у меня не самая лучшая связь.
Вот вроде бы 865 Snap, последние стандарты памяти, по начинке к этому телефону особо не придраться, но есть пару моментов. Antutu как бы окей, 580-590 тысяч баллов, но слепо верить Antutu глупо, поэтому запускаем тест на тротлинг. Тут уже начинаются чудеса, график скачет, и это при том, что телефон вообще не греется. К примеру, 2 часа Shadowgun Legends, естественно, на ультра настройках, там где OnePlus 8 Pro нагревается до 46-47 градусов, Meizu нагревается только до 36-37, ну зато нехило так заляпывается. Кстати, вспоминаем частоту обновления 120 Гц, которую можно включить в лаборатории Flyme, соотносим это с играми. И учись OnePlus, даже с учетом того, что включить 120 Гц на Meizu это целый мини-квест, даже в играх они работают и показывают честные 120 FPS. К примеру, в том же Dead Trigger 2. Shadowgun Legends на ультра настройках первые 1,5 минуты тоже пытается быть на уровне 90 FPS, потом идет просадка до 60, а в момент перестрелок проскакивает фризы аж вообще до 15-20 FPS, и, наверное, это самый грустный результат среди флагманов на 865-м снэпе. Причем в настройках телефона можно включить гейм-мод, но это какой-то игровой режим наоборот. Включаешь его и получаешь максимум 30 кадров еще и с просадками. Выключаешь, получаешь обратно примерно 60. Просто чудеса. В Call of Duty таких сюрпризов уже нет. Очень высокая графика, максимальное количество кадров, все сглаживания, конечно, включены. Получаем стабильные 60 FPS, даже когда телефон уже прогрелся. Тут окей. Да и в целом к самой оболочке, не считая иероглифов повсюду, претензий особо так и не нашлось. Нормальная, шустрая оболочка, а включаешь 120 Гц и вообще хорошо. Из-за не самой большой максимальной яркости при аккумуляторе у Meizu 17 Pro в 4500 мАч цифры получаются, ну скажем, неплохие. Тот самый Shadowgun разрядил телефон за 4 часа 40 минут, это на максимальной яркости с включенными 120 Гц. При не таком интенсивном использовании можно будет выжать уже побольше. Ну и конечно камера. С точки зрения железа тут вообще как бы все неплохо. И ширик на 32 мегапикселя, и основная на 64. Но возможно пока Meizu выпустили немного сыроватый телефон, а может быть это ее предел. Так получилось, что именно ночью я начал сравнивать с OnePlus, ну и даже не знаю. Ночная съемка Meizu 17 Pro. Но я думаю, тут говорить что-то излишне. Meizu показывает какой-то ужас. Конкретный шум. Допускаю, что мерцание еще может быть как-то связано со светом от фонаря, но шумы с ним уже не связать никак. Фотографии ночью тоже получаются крайне шумные, тут и OnePlus, конечно, далек от идеала, но у Meizu еще и добавляются такие приколы. Хочешь сделать фотку, а телефон не определился. Баланс белого тут должен быть теплый или холодный, и начинает скакать. Ощущения такие себе. Телевик с трехкратным зумом ночью тоже лучше не доставать, хотя днем детализация неплохая. Ширик на 32 мегапикселя вообще воодушевил. На этой фотографии небо получилось прям хорошо и качество неплохое. Но такая фотка получилась только одна. Все другие разы детализация оставляет желать лучшего, в том числе и в темное время суток. А вот основной модуль днем оказывается не так далек от OnePlus. Детализация прям на уровне. Динамический диапазон, правда, не очень понравился, но это, возможно, алгоритмы HDR так работают. А вот портреты что-то не знаю. По самому отделению человека от фона вроде нет претензий, даже с учетом того, что сзади листва, а вот размытие и немного пересвеченное лицо уже портит общее впечатление. У Meizu есть такая штука, которая активируется тоже в лаборатории. Вот это Meizu. Тут есть типа 3D сенсор, благодаря чему видео вроде как размывается задний фон, но я не знаю, размывается он или нет. Пишите в комментарии. Создание вот этого боке на видео с помощью 3D камеры реализовано тоже больше для галочки, это смотреть невозможно. Видео снято 4К 30 кадров в секунду, как и в прошлый раз в настройках выбрана функция антишейк для стабилизации, но работает она хреново и с артефактами. Все же без оптической стабилизации камере грустно. Первая вот эта новизна, когда ты только купил себе телефон, все такое необычное уже прошла и наружу вылезли какие-то маленькие неувязочки. За все это время на телефон, кстати, больше вообще не прилетало никаких обновлений, поэтому если ты купишь себе Meizu 17 Pro китайской версии, NFC у тебя не будет, интернет будет как минимум в 2 раза медленнее, чем должен быть, про английский язык это уже даже не важно. На него вообще можно поставить русский язык, для этого надо сделать root, установить специальное приложение, в общем несложно, только зачем? NFC нет, интернет медленный, видеосъемка не очень, ночью шумит. Днем только фотографии получаются неплохие, но на этом плюсы особо заканчиваются. Ну, фронталка еще маленькая, это, конечно, круто.
В общем, Meizu 17 Pro производит впечатление такой китайской погремушки. Все как-то тяп-ляп, тут не то, там не так. Короче, реально лучше взять себе какой-нибудь китайский Mi 10 или OnePlus 8, хотя OnePlus тоже был на старте сыроват, но сейчас Meizu давай до свидания. А ты кто такой? Давай до свидания. Пиши в комментарии, как тебе Meizu 17 Pro, ставь лайк, ну и, конечно, подпишись на канал. Покупать себе телефон за 50 тысяч рублей с такими вот приколами, это, конечно, то еще извращение. Было бы вот там 30-35, было бы еще окей. Так что, Meizu, ты, конечно, продолжай делать телефоны, но в этот раз получилось не очень. Пока.